Я прежде всего сердечно поздравляю всех ветеранов с приближающимся светлым днем 9 мая, Днем Победы. Это действительно наша общая победа, за которую мы заплатили огромную цену. 26,5 миллионов наших солдат, гражданских людей, простых людей погибло на этой войне, отдав жизни за победу. Это была очень великая цена. Эту память мы должны беречь. И сегодня правильно ветераны сказали прежде всего, что если мы не удержим эту память, что если мы ее забудем, то невозможно будет дальше жить и существовать нам как единое целое, как некоторая историческая общность, которая раздавила фашистскую чуму, самую грозную опасность, самую смертельную опасность для всего мира, которая существовала в 20 веке, да и, думаю, и за всю историю человечества. Мы воевали, необходимо подчеркнуть, что мы воевали не просто с Германией, мы воевали с объединенными силами всей фашистской нечисти, с Германией, которая подчинила себе всю Европу. Это не просто немцы, это и фашисты, которые воевали на стороне Италии, испанские даже была дивизия на нашей территории, много-много стран, которые пришли к нам, которые пришли для того, чтобы затушить наше лето, для того, чтобы не сделать наших детей взрослыми. Вот этот момент нам необходимо помнить. Мы бы сейчас с вами не сидели в этой студии, не слушали наших дорогих ветеранов, если бы мы не победили в той войне. И эту память мы должны беречь, и беречь все те страны, которые сегодня являются независимыми, но в годы войны воевали вместе. Мы должны помнить, что в Брестской крепости воевали люди большого числа национальностей. Там были русские, украинцы, белорусы, чеченцы, армяне. Они первыми вступили в эту схватку с фашистами, которые напали на нашу землю. И там понесли немцы 22 июня наибольшие потери. Именно там, в Брестской крепости, многонациональный гарнизон, который отразил вот этот первый удар. Мы должны помнить с вами то, что наши союзники, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, смотрели на нас, на Советский Союз, как на единственную силу, которая способна спасти и их самих. То есть Соединенные Штаты и Великобритания. Черчилль когда-то в 1942 году высказал такую мысль перед Гарриманом, тогда посланником в Соединенном Королевстве, о том, что да, в 1940 году Франция, в 1941 году Советский Союз, в 1942 году Великобритания, а в 1943 году Соединенные Штаты. Он имел в виду, что если бы мы пали, если бы Советский Союз не удержался, то за ним последовала и Великобритания, и Соединенные Штаты Америки. И весь мир покрылся бы черной коричневой краской. Мы сегодня, вспоминая те события, пытаемся найти общие точки соприкосновения, найти общие темы с нашими братьями, братскими историками, коллегами в Белоруссии и Украине. Мы подготовили совсем недавно, эта книжка только что вышла, «Страна в огне», 1941 год. Это такой первый, я бы сказал, опыт нашего совместного исследования, основанного на архивных документах и воспоминаниях, на недавно открывшихся документов, как у нас, причем и документов и армейских, и фронтовых, и спецорганов, так и украинских, и белорусских. И этот опыт, как мне представляется, был вполне удачным. До конца не верили, что эта книга выйдет. Не только у нас, но и в Беларуси, и на Украине. Слишком много было препятствий, различных политических мнений на этот счет. Но мы отбросили в сторону политику и объединились с главным. Нам необходимо рассказать правду о войне, какая бы она страшной ни была. А ведь мы знаем, что только в Украине одной было призвано за годы войны в армию 6 миллионов человек, и каждый второй из них погиб. Вот эти цифры должны знать сегодня российские школьники, так же, как и украинские школьники, на мой взгляд, должны знать, что, какая битва, какие тяжелые бои происходили под Москвой, под Сталинградом. То, что в доме Павлова были и русские, и украинцы, и белорусы, и лица других национальностей. Они защищали тогда общую родину. И вот когда мы это поймем, тогда и нам будет легче двигаться дальше, развивать наше сотрудничество и вместе жить в этом непростом мире, в котором очень много угроз, огромное количество угроз. Но вот мне тоже
приходит на ум такой момент. Вот в 1945 год, май месяц, огромное количество немцев уже попало в наш плен, остальные бегут к союзникам. И вот что удивительно, тех немцев, которые брали в плен, наши солдаты в тот момент, они не думали бежать. То есть побеги с их стороны были минимальные. Почему так? Почему, когда в 1941-1942 году брали в плен советских солдат, огромное количество числа, была первая мысль бежать из немецкого плена и вновь вступить в армию, в советскую армию. Почему немцы не бежали? Да потому что дух наших солдат был намного выше. Немцы были морально подавлены. Они знали, что если не убегут, они в любом случае будут пойманы. И вот этот момент, мне кажется, очень важный для понимания духа и морального состояния наших солдат в тот период. И я хотел бы, вот, обращаясь опять к тому вопросу, который был задан в начале нашего телемоста, как встречали мы 9 мая, наши войска в Берлине, наши войска в Австрии. Вот архивные документы помогают нам тоже раскрыть вот этот момент. Дело в том, что мы тогда встречались с союзником. Ну, были праздничные столы, были различные пресс-конференции, и вот что удивительно, что и американцы, и англичане обязательно первый тост поднимали за советского солдата, за советское командование, за Сталина. Причем за Сталина поднимал тост никто иной, как родственник нового президента США Трумэна, его племянник, который находился тогда в американской армии. Тост за президента, премьер-министра, руководителя советского государства. Это не казалось тогда чем-то странным, это было логично. Это было логично, то, что мы победили в этой войне, и мы должны жить в мире. Ну, история показала, что дальше началась холодная война, и новые противоречия между нашими державами. Но память о той встрече на Эльбе, память о нашем совместном фронтовом братстве, она осталась и остается сегодня во всех странах, которые воевали в антигитлеровской коалиции. И я хотел бы закончить тем, что мы, конечно же, победили страшного противника. И вот такую мысль мне бы хотелось провести и тоже вместе с вами задуматься над ней. Вот если бы в 1941 году у нас на фронте под Москвой не был бы Жуков, если бы Чуйков не оборонял Сталинград, а были бы прославленные, может быть, полководцы, такие, как имела Соединенные Штаты Америки, например, или как Великобритания. Я сейчас не хочу умалять достоинства ни Эйзенхауэра, ни Монтгомери. Вот смогли бы они отстоять вот эти города? И мне представляется, нет. И не только потому, что наши полководцы были талантливы. Я считаю, что да, безусловно. Но наши полководцы постоянно помнили и знали, что за ними стоит многонациональный народ, единая страна. Они знали то, что если они сдадут позиции, то новые миллионы людей попадут под вражескую оккупацию, под вражеский плен. Они знали, что они защищают свою родину. Я хочу, чтобы вот этот дух защиты своей родины, он оставался во всех наших странах. И в России, и в Беларуси, и Украине, Молдове, Армении, Казахстане. То, что вот эта традиция защиты своего государства, она оставалась и сегодня. То, чтобы мы встречали с вами сегодня новые вызовы современности, которые они существуют, тоже вместе и единым целым. И когда мы будем вместе, мы будем тем кулаком, на который ни один враг никогда не покусится. Спасибо большое. Еще раз поздравляю ветеранов.